корейский кимчи джон. То есть блины по-корейски. Есть большое разнообразие блинов в Корее, и мы сегодня делаем тот, который с кимчи. Нам потребуется 3-5 листьев кимчи, в зависимости от того, насколько вы хотите много кимчи в вашем блине. И мы нарезаем кимчи кусками в 2 см. Удобнее всего делать это ножницами. Некоторые нарезают гораздо более мелко, такими тонкими полосками. Можно по-разному. Нам потребуется какая-нибудь глубокая емкость, и возьмем за мерную посуду стандартный маленький пластиковый стакан, около 150 мл. Вообще в Корее используют специальную блинную смесь. Если у вас есть рядом корейский магазин, можете ее купить, то используйте ее, потому что с ней блинчики будут особенно хрустящие. Если нет, то тогда можно заменить на муку в количестве 1 стакана и картофельный или кукурузный крахмал в объеме 1/3 того же стакана. Также мы добавляем растительное масло в объеме 1 столовой ложки. Это можно и пропустить, если не хотите. И добавляем воду в объеме 1 стакана. И теперь нам нужно все это очень хорошо перемешать, так, чтобы все это достигло однородности, разбивая все комочки. Тесто блинное должно получиться достаточно жидкое, вот такой вот консистенции. Обратите внимание, в принципе, почти такой же, как обычное наше блинное тесто, как тесто на блины. И мы закладываем туда прежде нарезанное кимчи. И если у кимчи отек сок, его тоже туда же заливаем. Теперь мы это все хорошо перемешиваем до однородности. И если цвет нам не очень сильно нравится, если он недостаточно сильно ярко-красный, то можно добавить либо немного сока кимчи, или же красного молотого перца, совсем немного для цвета, в объеме 1 чайной ложки. И все хорошо перемешиваем. Этот блин и так уже достаточно богат вкусом за счет кимчи, поэтому соль, сахар, ничего туда добавлять не надо. Теперь мы должны нарезать немного зеленого лука и 1 зеленый перец чили. Количество зеленого лука зависит от того, насколько вы его любите. Если не хотите, можете вообще пропустить. Нарезаем его тонкими кольцами. Некоторые даже просто добавляют туда обычный лук, нарезанный тонкими полукольцами. И зеленый перец чили нарезаем тонкими кольцами. Это можно пропустить, если для вас это будет уже слишком остро. Нарезанный лук и перец чили мы добавляем в блинное наше тесто, уже заправленное кимчи, и все еще раз хорошо перемешиваем. И на этом все наши приготовления закончены, мы можем приступать к жарке блинов. Для этого мы нагреваем сковороду с растительным маслом, достаточно большим его количеством. Распределяем масло по сковороде. Лучше использовать такую сковороду, которая не пригорает. И заливаем блинное тесто. Удобнее всего пользоваться для этого половником. Здесь пропорции приведены на 1 большой блин. Но вы, если хотите, можете делать и много маленьких блинчиков. Вот так вот, заложив блинную смесь, мы ее распределяем. Можно сделать это половником, раздвигая массу по сторонам, а можно покрутить сковороду так, чтобы оно само растеклось. Но поскольку там кимчи, удобнее все-таки делать это половником. Когда блин с нижней стороны прихватится, вы немного двигайте его периодически, чтобы он не прилип. И подождите, пока блин снизу очень хорошо поджарится, практически на 80% своей готовности, и только тогда переворачивайте блин. Можете сделать это лопаткой или перевернуть его в воздухе, насколько вам удобно или насколько вы умеете. Когда с другой стороны блин тоже поджарится, то очень удобно снять его таким образом. Просто будьте осторожны, сковорода горячая, можно положить в тарелку и просто блин вот так вот перевернуть. Так больше вероятность, что вы его не сломаете. Вообще блинчики корейские очень хорошо сильно поджаривать, можно так сказать, даже пережаривать. Тогда они особенно вкусные и хрустящие. К этому блину в данном случае ничего добавлять, никакой соус подавать не надо, он уже богат вкусом. И иногда в него еще добавляют консервированный тунец. Это уже получается блинчики с кимчи и с тунцом. Совсем другая история, но тоже очень вкусно, можете попробовать. Надеюсь, вам было интересно. Лайкайте, подписывайтесь и приятного вам аппетита!